Кровельщик по имени Джек Морган не ожидал ничего необычного от этого заказа. Старая церковь нуждалась в срочном ремонте крыши. Протечки, сгнившие балки, следы времени. Работа была сложной, но привычной. Джек поднимался на подобные объекты десятки раз и давно перестал удивляться странным находкам до этого дня. Под самым куполом, в месте, куда почти не доходил свет, он заметил аккуратно сложенные мешки. Их было много. Слишком много, чтобы быть случайностью. Плотная ткань, завязанная веревками, выглядела свежей на фоне старых досок и пыли. Джек насторожился. Никто из работников церкви не упоминал о хранилищах на крыше. Он аккуратно развязал один из мешков. Внутри оказались женские сумочки. Дешевые тканевые, потертые кожаные, брендовые, новые, почти нетронутые. Все разные, будто собранные из сотен чужих жизней. В некоторых лежали старые чеки, зеркальца, обрывки писем, засохшая косметика. Ни документов, ни денег. Во втором мешке были иконы. Маленькие и большие, старые и современные, с потемневшим деревом и яркими новыми ликами. К ним были аккуратно уложены церковные предметы. Кресты, лампадки, цепочки, свечи в упаковке, потрепанные молитвенники. Чем больше мешков он открывал, тем сильнее нарастало ощущение тревоги. Это не было складом. И не выглядело как воровство ради наживы. Все было разложено слишком внимательно, почти с почтением. О находке сообщили сразу. К вечеру вокруг церкви собрались люди. Новость разлетелась мгновенно и ошарашила весь город. Никто не мог объяснить, как эти вещи оказались на крыше и зачем их туда поднимали. Расследование длилось недолго, но оказалось неожиданным. Выяснилось, что много лет при церкви жил человек по имени Эдвард Клёйн, неприметный, молчаливый, помогавший с мелкими работами. Он исчез несколько месяцев назад, не оставив следов. Позже стало известно, что Эдвард собирал вещи, оставленные или забытые женщинами, в храмах, больницах, приютах. Он не крал. Он подбирал то, от чего отказались или что потеряли. Сумки он хранил как символы чужих судеб, а иконы — как попытку искупить то, что не мог исправить. По записям, найденным позже, стало ясно. Он считал себя хранителем чужой боли. Мешки на крыше были его тайным архивом. Местом, куда он складывал память о людях, которых никто больше не искал. После этой истории церковь изменилась. Внутри открыли небольшую комнату памяти, где часть найденных вещей выставили как напоминание. За каждой утраченной вещью стоит чья-то жизнь. А Джек Морган еще долго вспоминал тот день. Он поднимался на крыше и после, но каждый раз невольно смотрел под ноги внимательнее, зная, что иногда самое тяжелое скрывается не под землей, а над головами, там, где его никто не ждет.